государство всегда расширяется, то есть это, а теперь оно уже расширяется на всемирный как бы масштаб, да, с момента формализации глобализации, скажем так, да, потому что глобализация как явление существовала всегда, ну, вот даже там в незапамятные там времена, потому что, ну, находят, например, римские монеты в Китае там и так далее, то есть, ну, торговля имела место быть. Вот, с тех пор, когда это явление, до тех пор, пока это явление заметили и стали о нем говорить, да, то есть это где-то там 70-е, 80-е годы уже нашего времени, то есть когда прошлого века, да, то есть когда возникло понятие транснациональной корпорации там и прочее, прочее, прочее. Вот. А для бюрократов появилась новая сфера деятельности. Вот. То есть на международной, так сказать, арене. Да? То есть, и с этим же связана Организация Объединенных Наций, и вообще говоря, идеи мирового правительства, которые, кстати, Хайек, например, поддерживал в какой-то степени, да? Не видя, опять-таки, этой угрозы, странно. Ну, вот его «Дорога к рабству», она вот заканчивается же вот этими рассуждениями, а как же вот это все предотвратить? А как предотвратить? Вот мировая федерация, значит, там, вот и так далее, и так далее. Вот. То есть все это присутствовало уже давно как бы в интеллектуальной среде, все эти идеи. Вот теперь они реализуются уже на практике. Вот и все. То есть, ну, как бы исчерпаны, наверное, ну, почти исчерпаны сферы, куда государство может расшириться на национальном уровне. Вот. Вот оно теперь уже, значит, расширяется на уровне интернациональном, скажем так, в виде создания каких-то структур, пока еще не государственных, потому что протогосударственная структура – это он, но проект этот провалился. А вот более хитрый, значит, проект такого же рода, хотя они, кстати, сотрудничают очень мило друг с другом, ООН и Всемирный экономический форум. Вот Всемирный экономический форум через вот такой вот как бы капитализм стейкхолдеров, значит, вот якобы капитализм, якобы стейкхолдеров, значит, устанавливается такая вот система контроля на мировом уровне. Вот, собственно говоря, и все. Ну, вот. То есть, если это будет реализовано, ну, тогда на человечестве можно ставить крест. Да, потому что это будет, ну, люди превратятся в итоге в муравьев. То есть, это будет такой муравейник, то есть, где будет все жестко регулироваться. Вот. Если опоздал, там, допустим, не вовремя забежал с работы, значит, в муравейник, тебя уже не пустят, и ты умер. Вот, собственно говоря, как поступают в муравейниках, да, то есть там уже индивидуальности нет, личности нет, то есть все растворено, как бы, ну, это вот просто вот объективное, это просто вот объективный путь. Это не решение каких-то бюрократов, да, это не их какой-то заговор, хотя это тоже имеет место быть, безусловно. Вот. Но какой бы это заговор ни был, они бы не могли его реализовать, если бы это не было вот объективным процессом. А этот процесс связан, опять-таки, полностью вот объективно с природой человека, стремлением к экспансии, как части природы человека. Только у них эта экспансия за счет принесения вреда и за счет контроля. Да, вот чем, собственно говоря, отличается вот, как бы государственная деятельность от обычной рыночной. Да? То есть рыночная экспансия возможно тогда, когда ты приносишь пользу, чем больше пользы ты приносишь, тем больше у тебя экспансия твоя. Вот. А здесь наоборот. Да, поскольку это паразитическая система, то есть они построены на том, чтобы отбирать. Но и то, и другое – это экспансия. Да? Она всегда будет. Прекратить это нельзя, остановить это невозможно. Вот. Это можно, вернее, остановить и прекратить, только вырвав, что называется, корень у этого дела. Да? То есть ликвидировав государство как систему. Тогда прекратится всякие всемирный экономический форум, и вся вот эта хрень, тогда она прекратится. Вот. Но до тех пор, пока оно есть, оно будет. Оно будет вот расширяться, и будет расширяться в данном случае, так сказать, на так называемом международном, так сказать, уже рынке. Вот и все.